Всем привет! Прекрасная сказочная опера «Сказка о царе Салтане» была создана Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым к столетнему юбилею со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в 1899 году. Хотя еще в 80-х годах Стасов обращал внимание композитора на этот сюжет. Активным помощником Римского-Корсакова стал его либретист Владимир Иванович Бельский. И 3 ноября 1900 года в Москве в товариществе Русской частной оперы состоялась премьера. Интермедия «Полет шмеля» известна благодаря предельно быстрому темпу исполнения, практически непрерывной последовательности 16-х нот, при которой основной трудностью для музыканта является не высота или диапазон звуков, а чисто физическое умение исполнять ноты с высокой скоростью. Римский-Корсаков – музыкальный сказочник. Он мог изобразить что угодно. Море – пожалуйста. Ветер – пожалуйста. Однажды композитор сказал: «Все тональности, строи и аккорды для меня лично встречаются в самой природе». «Полет шмеля» – зарисовка не шмеля, а князя Гвидона, которого превратили в жужжащее насекомое. Согласно сюжетной линии, в третьем действии князь Гвидон, стоя на берегу моря, с тоской провожает взглядом корабль, на котором гости-корабельщики поплыли в Тму-Таракань, в царство-государство царя Салтана. Повстречав лебедь-птицу, князь жалуется, что ему очень бы хотелось увидеть своего отца. И, стараясь выполнить пожелание Гвидона, лебедь превращает его в шмеля, чтобы он смог долететь до уплывающего корабля, а затем незаметно добраться до царских палат Салтана. Полет князя Гвидона, превращенного в шмеля, отображает инструментальная зарисовка, которая в партитуре оперы никакого названия не имеет. Полет шмеля – это миниатюра, написанная композитором в двудольном размере и в тональности ля минор. Мелодия гениальна, но привязчива, ничуть не меньше, чем рингтоны Моцарта. Композитор искусно изобразил жужжание, использовав стремительное движение 16-х длительностей по полутонам. Темп филигранной пьесы столь стремителен, что солирующие скрипачи во время показа спектакля порой делили партию на небольшие отрывки и исполняли их по очереди. В опере интермедия, изображавшая полет шмеля, включает в себя 113 тактов. Обычно полет шмеля звучит 1 минуту 14 секунд. Шмель стал красной тряпкой для музыкантов. Перед вами исполнение китайской пианистки Ван Юцзя. Игра ее столь стремительная, что ее движения сливаются в одно. «Полет шмеля» вошел в книгу рекордов Гиннесса как самое быстро исполняемое произведение на скрипке. Основной трудностью при исполнении произведения на данном инструменте является сложность слишком энергичного движения смычком, а это требует от скрипача большого навыка. Фортепианную же версию полета шмеля одним из первых представил Сергей Васильевич Рахманинов, а также свой виртуозный вариант композиции для исполнения на фортепиано создал венгерско-французский пианист Дьордь Цифра. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!